Здравствуйте, в студии Вестника Кавказа по-прежнему Гия Саралидзе. Мы продолжаем говорить о футболе. И, как я обещал в предыдущей части нашей программы, поговорим о возможности гипотетической возрождения такого мини-чемпионата СССР, а может и макси-чемпионата СССР. Ну, во всяком случае, после скандала на матче «Динамо-Зенит», после того, как «Зенит» был примерно наказан, кстати, абсолютно строго по регламенту, который сам же и подписывал, и в свое время представители «Зенита» присутствовали сидели в том органе, который принимал этот регламент, поэтому трудно сейчас «Зениту», наверное, рассчитывать на то, что он чего-то добьется, подавая апелляции там, в спортивный арбитражный суд в Лозанне и так далее. Трудно спорить со своей подписью, потому что то наказание, которое было «Зениту» выписано, в итоге оно просто абсолютно соответствует на 100% регламенту. Насколько хороший регламент, с этим можно спорить, наверное, в том числе и представителям «Зенита», но зачем же тогда их представители подписывали этот регламент? Видимо, думали, что это их не коснется, но вот коснулось. После этого возникли разговоры о том, что «Зенит» может инициировать такой новый чемпионат, в котором будут принимать участие украинские клубы, белорусские, возможно, клубы из Азербайджана, Армении. Во всяком случае, заявлялось о том, что они согласились. И им эта идея нравится. Но тут же возникли мнения противоположные о том, что это идея мертворожденная, о том, что ничего не получится. Причем говорят об этом футбольные функционеры, которые знают в этом толк. Во-первых, имею в виду Колоскова, который очень долго возглавлял и советский футбол, и потом российский футбол. И при нем-то уж, когда, собственно, появился российский чемпионат, когда развалился советский, и который строил это все, ему понятно, какие препоны стоят на пути вот такого, организации такого чемпионата. Прежде всего, это, и, наверное, Колосков здесь абсолютно прав, это утеря части самобытности российского чемпионата. Это проблемы с УЕФА, безусловно, которому тоже надо будет перестраиваться, чего УЕФА очень не любит чиновники и так далее. Ну, сами посудите. Надо сразу решить. Ну, допустим, появляется чемпионат, в котором играет несколько сильных клубов российского чемпионата, украинского и так далее. Как быть с теми, кто будет представлять страны в Лиге чемпионов и вообще в европейских кубках? Будут ли эти команды, которые будут играть вот в этой объединенной лиге, играть еще и в национальных чемпионатах российских? График и так перегружен, и играть там на 4 фронта, топ-клубы российские, украинские точно не смогут. Им бы тут с игрой на 2 фронта, да, в европейских кубках и в чемпионатах разобраться, а уж говорить о том, что они еще в какой-то серьезной будут играть в такой объединенной лиге, на мой взгляд, не приходится. То есть придется выбираться. Если придется выбирать, тогда получается, что какое-то из этих соревнований должно быть определяющим, да, более значимым. Будет это объединенная лига или национальные чемпионаты. В общем, вопросов здесь. Кто будет судить? Кто будет разбираться в каких-то серьезных проблемах, которые будут возникать в ходе матчей? Слушайте, мы не можем разобраться с одной историей, которая возникла в матче «Динамо-Зенит». Вот уже месяц копья все сломали, добрались до спортивного арбитража в Лозанне даже. А тут будут играть такие соперники, где будут подоплека не только спортивная и там какая-то столичная, а будет подоплека и национальная, и политическая, никуда от этого не денешься. Потом вот это заявление о том, что будут играть в этой лиге, хотят играть армянские и азербайджанские клубы, для меня лично вызывает еще массу вопросов. А на Кубке Содружества, который был придуман для того, чтобы вот смотреть на что происходит на футбольном хозяйстве бывших стран СССР, не могли договориться о том, чтобы клубы из этих республик сыграли между собой. Не смогли договориться
страны, когда Азербайджан и Армения попали в одну отборочную группу, которую, да, там, квалификации к отборочным играм, вот уже не помню, чемпионата Европы или чемпионата мира, не смогли, там они не играли, теперь их разводят по разным корзинам. Вопросов очень много, очень много, и на мой взгляд, действительно, я соглашусь со многими специалистами, которые знают об организации чемпионатов и проведении таких крупных соревнований, чиновников, о том, что, ну, идея довольно такая мифологичная, да, такая утопичная. Поэтому с этой точки зрения мне кажется, что не очень серьезный этот разговор. Другое дело, там, ну, приводят в качестве примера хоккейную лигу, но там есть российский чемпионат, к которому примкнуло несколько сильных клубов. В случае, допустим, с той же с объединением с Украиной такого не произойдет. Украинский чемпионат очень приличный по уровню, и вряд ли украинцы просто согласятся делегировать в чемпионат России одну команду какую-нибудь. Да и потом эта команда тоже выход в Лигу чемпионов, бороться с тому же киевскому Динамо на Украине и в России — это разные вещи. Насколько они готовы к этому, у меня большие сомнения по этому поводу. И поэтому вот так вот сравнивать эти ситуации, две, которые в хоккее и в футболе, я бы не стал, да и это неправильно, согласитесь. В общем, вопросов здесь больше, чем ответов в этой истории. Хотя сама по себе идея, я понимаю ее привлекательность. Безусловно, особенно для людей старшего поколения, которые помнят эти противостояния серьезных, интересных клубов, самобытных клубов, там, киевского «Динамо», тбилисского «Динамо», московского «Спартака», армейцев, торпедовцев, тогда в разные периоды очень интересное московское было, играли самобытные команды, появлялись и там и в Армении, и в Азербайджане в разное время. В общем, что уж там говорить, было на кого посмотреть в то время. Но, знаете, наверное, это тот случай, когда трудно войти в реку дважды. Поэтому, ну, наверное, стоит не забывать свою историю, стоит помнить о замечательном, на мой взгляд, одном из сильнейших в Европе чемпионате, каковым был чемпионат СССР, но все-таки смотреть вперед и идти вперед. Какие-то объединительные идеи, наверное, будут витать в любом случае. Другое дело, насколько они будут реальны. Ну, вот это вот такая моя точка зрения, ну и, как я понимаю, не только моя, но и многих людей, которые все-таки следят за футболом и понимают, какие препоны могут быть на пути даже к реализации даже очень красивой и такой ностальгической идеи. На этом все. Я напоминаю, что на Вестнике Кавказа мы каждую неделю говорим о самом главном в мире футбола.